Этот ознакомительный ролик о поездке к находящемуся на окраине города Кисловодска природному памятнику Гора-Кольцо или Кольцо-Гора. Свой путь наш туристический автобус начал от знаменитой колоннады в центре Кисловодска. Далее путь следовал в сторону границы с соседней Карачаево-Черкесией. Гора-Кольцо находится, немного не доезжая до поселка Мирный. Как пишет Википедия, Гора-Кольцо представляет собой мыс одного из острогов Баргустанского хребта. Абсолютная высота ее 871 метр, а превышение над основанием около 100 метров. Сложен мыс песчаником. Выветривание окраины пещеры мыса сделали ее сквозной и напоминающей по форме гигантское кольцо диаметром 8-10 метров. Сейчас Кольцо-Гора – одна из главных достопримечательностей Кисловодска. Упоминание об этом явлении природы есть даже в романе Лермонтова «Герой нашего времени». В верстах в 3 от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом. Это ворота, образованные природой. Они поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. С этим памятником природы связано много древних легенд. Вот эта легенда. В долине Пятигорья жил Нарт-Араф. Он имел жену, сына и коня. Однажды ночью он услышал сильный гул. Земля дрожала. Конь человечьим голосом сказал Арафу, что на его народ напали злые джинны. Араф надел броню, взял оружие и хотел сесть на коня. Конь опять заговорил человеческим голосом. Чтобы победить врага, надо закалить свое сердце. Для этого надо проскочить сквозь Кольцо-Гору и не зацепиться. При этом надо не думать ни о доме, ни о сыне, ни о жене. Дважды конь цеплялся копытом за скалу, и только на 3-й раз Араф на коне проскочил сквозь Кольцо-Гору. Первые 2 раза он думал о жене и сыне, а 3-й раз думал о победе над врагом. Вихрем проскочил он кольцо, и стало его сердце закаленным. В страшной сечи он разбил джиннов, притаившихся в ущелье, но был ранен. Джинны были перебиты, а Араф потерял сознание. Верный конь с зубами поднял Арафа, понес его к источнику Нарта в Нарзану, бившему прозрачной струей из глубокой трещины твердых серых камней. Нарт утолил жажду, омыл раны, которые быстро зарубцевались, сел на коня и вернулся домой к жене и сыну. Здесь еще одна легенда о происхождении горы. Будто бы жил здесь храбрый народ Нарты. Вождь Нартов воспылал страстью к юной красавице Машуке, но она преданно любила своего жениха. Тогда старик отправил молодого Нарта далеко в горы на охоту, чтобы самому жениться на Машуке. К счастью, Машуке удалось с помощью хитрости скрыться от вождя. Убегая, она бросила на землю кольцо, которое подарил ей жених. Кольцо покатилось по степи, поднялось в горы и попало прямо в руки возлюбленного Машуки. Тот вернулся домой, сразился с вождем и победил его. Вскоре на месте сражения появилась гора с вершиной в виде кольца. И все же среди туристов распространено поверье, что если постоять в проеме кольца, это якобы приносит счастье и удачу. Но наш гид настоятельно не рекомендовал это делать, так как преимущественно весной песчаник имеет особенность осыпаться целыми глыбами. Но это предостережение лишь подстегнуло некоторых смельчаков.